Смерть всегда была окутана тайной, вызывая размышления о том, что ждет за последним вздохом. Растворяется ли сознание в небытии, или его ждет переход в иные измерения, непостижимые человеческому разуму. В поисках ответов обратимся к одному из самых загадочных текстов тибетского буддизма – Бардо-Тхедол, известному на Западе как «Тибетская книга мертвых». Этот древний текст выступает в роли проводника, сопровождающего сознание в самые сокровенные моменты существования, сразу после смерти. Это не просто руководство по умиранию, а подробная карта и духовный компас, указывающий путь в неизведанном царстве. Вместе мы отправимся в путешествие по этим вратам, чтобы раскрыть их послание и, возможно, обрести более глубокое понимание смысла бытия. Бардо-Тхедол был создан Падма-Самбхавой, легендарной личностью в тибетском буддизме. Родившись в Индии, он сыграл ключевую роль в распространении буддизма в Тибете в VIII веке. В тибетской традиции он известен как гуру Ринпоче, драгоценный учитель. Падма-Самбхава был не только монахом, но и глубоким духовным наставником, йогом, владевшим мистическими техниками и эзотерическими знаниями. Бардо-Тхедол возник из его стремления помогать не только живущим, но и умершим, даруя им путь к освобождению даже после смерти. С ранних лет жизни Падма-Самбхава явил миру исключительные духовные дарования, заслужив признание как Махасиддха, выдающийся практик, достигший вершин духовного просветления и овладевший духовными силами, именуемыми ситхи и почитаемыми как чудесные. Его пригласил в Тибет царь Трисонг Децен, движимый стремлением к распространению буддийского учения и духовному возвышению своей страны, сплочению народа под эгидой единой системы верований. В ту эпоху Тибет представлял собой арену столкновения шаманских обрядов и спиритических культов, глубоко укоренившихся в религии Бон, исконной тибетской духовной традиции. Подобное многообразие, граничащее с хаосом в духовной сфере, создавало препятствия для триумфального шествия буддизма. Прибыв в Тибет, Падма-Самбхава столкнулся с противодействием со стороны различных культурных и духовных сил. Местные божества и духи, приверженцы традиции Бон, оказывали сопротивление буддийским идеалам, и Падма-Самбхава, вооружившись глубокими знаниями магии и тантрических ритуалов, подчинил этих духов своей воле. Подобное включение богов и практик Бон в лоно тибетского буддизма сыграло ключевую роль в формировании прочного духовного фундамента. Впоследствии Падма-Самбхава основал первый буддийский монастырь в Тибете, известный как монастырь Самье, и приступил к передаче глубоких знаний об уме, природе реальности и круговороте бытия, именуемом сансарой. В тибетском буддизме глубоко укоренилось представление о том, что кончина физического тела – это не финальная точка бытия, а скорее врата, открывающиеся в иное измерение, где дух получает шанс обрести долгожданное освобождение. Падма-Самбхава, выдающийся деятель буддийской мысли, постиг, что в миг смерти сознание человека претерпевает трансформацию, становясь необычайно восприимчивым к постижению высшей истины, словно сбрасывая оковы материального мира. Он осознавал, что этот момент – уникальный шанс для достижения духовной свободы. Однако, он также понимал, что большинство людей, сталкиваясь со смертью, теряются в лабиринтах иллюзий и страхов, упуская эту возможность. Движимый состраданием, Падма-Самбхава создал Бардо-Тхедол, руководство, предназначенное для тех, кто находится рядом с умирающим, а также для тех, кто стремится подготовить свой ум к переходу через Бардо, промежуточные состояния между смертью и новым рождением. Его целью было облегчить страдания и указать путь к просветлению в момент, когда все вокруг кажется зыбким и распадающимся. Это сострадание и стало краеугольным камнем Бардо-Тхедол. Падма-Самбхава понимал, что далеко не каждый сможет достичь просветления при жизни, но видел в смерти последний шанс. Поэтому он создал подробные инструкции для практикующих и учеников, чтобы они могли распознать ясный свет, чистое проявление сознания в момент смерти. Бардо-Тхедол ведет нас через 3 основных барда, через которые проходит каждая душа. В Чикхае-Бардо в миг ухода из жизни душа проходит через кульминационный момент, переломный этап, когда бренное тело распадается, а сознание высвобождается из оков материального мира. После завершения этого процесса растворения душа предстает перед изначальным ясным светом, который в Бардо-Тхедол описывается как ослепительное, чистое и безграничное сияние. Ясный свет является собой абсолютную природу разума, состояние незамутненного сознания, свободного от двойственности, страхов и привязанностей. Некоторые называют это высшим «я», другие — солнечным умом.
И существует множество других определений этого состояния совершенства и безмятежности. Для человека, посвятившего себя духовным практикам, Чикхай Бардо открывает врата к окончательному освобождению. Если душа способна распознать в ясном свете свою истинную сущность, то она достигает мгновенной нирваны, избавляясь от необходимости дальнейшего странствия по этапам Бардо. Это узнавание не требует ни ритуалов, ни слепого следования догмам, а представляет собой непосредственное и всецелое постижение истины, когда разум видит себя без каких-либо преград и искажений. В этот миг все обусловленности, кармические связи и представления о собственной идентичности исчезают без следа. Однако неподготовленный ум может испытать ужас перед интенсивностью ясного света. Вместо того, чтобы принять свет как свою истинную природу, он может воспринять его как угрозу из-за страха или привязанности к привычному. В этом случае душа отступает, упуская шанс на освобождение, и погружается в последующие этапы Бардо, где ее ждут все более искаженные и ограниченные видения, порожденные ее кармическими наклонностями. В священных текстах, таких как Чонет Бардо или Бардо видений, отражена глубокая мудрость о природе сознания после смерти. Как проницательно заметил Карл Густав Юнг, божественные и демонические образы, возникающие в нашем сознании, являются проекциями нашего бессознательного, могущественными и неизбежными до тех пор, пока мы не осознаем их как неотъемлемые части самих себя. В этом контексте в Чонет Бардо душа оказывается в состоянии сознания, освобожденном от физического тела, в измерении, где материальные границы теряют свое значение. Здесь душа переживает проекции своего собственного ума, которые могут проявляться как в ангельских формах, так и в тревожных и пугающих видениях. Этот Бардо раскрывает самую суть ума, где все подавленное, желанное или вызывающее страх проявляется в своей наиболее интенсивной форме. Видения, возникающие в Чонет Бардо, напрямую отражают эмоциональное состояние и кармический багаж, накопленные душой на протяжении жизни. Эти видения проявляются в двух различных формах – мирные и гневные. На этапе мирных видений душа встречается с образами мирных божеств, представляющих просветленные и добродетельные аспекты сознания. Эти фигуры могут представать в виде Будд, бодхисаттв или божеств света, излучающих положительные качества, культивированные душой. Мирные видения обладают успокаивающим присутствием и дарят чувство покоя. Однако для неподготовленного ума эти видения могут показаться подавляющими или непонятными, заставляя душу отступать и сомневаться в реальности происходящего. Если душа не распознает мирную и фундаментальную природу первоначальных видений, она постепенно сталкивается с более интенсивными образами, известными как гневные божества. Эти фигуры являются проявлениями гнева, страха и подавленных желаний, принимая свирепые и устрашающие формы. Важно подчеркнуть, что эти гневные божества не являются внешними или злонамеренными сущностями, а скорее отражениями самого ума, выражающими эмоции и привязанности, которые все еще удерживают душу в цикле страданий. Состояние Чонет Бардо описывается как состояние, в котором ум освобождается от физических ограничений. Это чистое состояние психических проявлений, где все переживается с особой интенсивностью. Возникающие видения напоминают сны, но в отличие от обычных сновидений, они обладают поразительной ясностью и живостью. Это объясняется тем, что ум, освобожденный от тела, переживает свои внутренние энергии в нефильтрованном виде. Все, что было подавлено и накоплено, проявляется с почти ощутимой силой. Эти видения рассматриваются как возможности для обучения и просветления, каждая из которых представляет собой аспект себя, который необходимо интегрировать или превзойти. Те, кто сохраняет осознанность во время этого Бардо, могут осознать, что все эти видения, будь то благие или злые, мирные или гневные, являются всего лишь творениями ума. Признание этого факта позволяет душе растворить страх и достичь освобождения. На этом этапе Бардо Тхэдал советует душе сосредоточиться на ясном свете, изначальной сущности ума, описываемой как обширное и чистое сияние. Распознавание ясного света является ключом к полному освобождению, поскольку он представляет врожденную природу всех существ. Это подобно солнцу, сияющему сквозь облака видений, свету, который остается неизменным, несмотря на все умственные проекции. Если душа способна видеть сквозь завесу видений, она может достичь просветления и превзойти цикл перерождений. Однако распознать ясный свет нелегко для обычного ума.
Для большинства существ видения кажутся настолько реальными и наполненными личным смыслом, что становится трудно увидеть что-либо за их пределами. По этой причине Бардо Тхедол призывает духовных практиков при жизни тренироваться в отстраненности от иллюзий и медитировать на природу ума. Благодаря такой практике, даже столкнувшись с интенсивными видениями Чонит Бардо, они смогут сохранить свою сосредоточенность на ясном свете и обрести покой. Страх и привязанность являются самыми большими препятствиями на пути к освобождению. Видения в своей интенсивности могут вызывать глубокий страх, особенно гневные божества, представляющие необузданные аспекты личности. Этот страх создает чувство разобщенности, мешая душе распознать видения как части себя. Душа может испытывать желание убежать от этих видений или, из-за привязанности, сосредоточиться на некоторых из них, особенно на мирных, что удерживает ее в цикле сансары. Чтобы преодолеть этот цикл, душа должна осознать, что видения лишены собственной реальности. В тибетском буддизме эта концепция известна как шуньята или пустота. Ум, помнящий о пустоте во время пения Чонит Бардо, способен наблюдать все видения, оставаясь непривязанным, понимая их как мимолетные выражения своей собственной природы. Таким образом, опыт Чонит Бардо – это не наказание или бессмысленное страдание, а фаза откровения, где душа сталкивается с зеркалом своего ума. Это испытание, которое отличает тех, кто готов к освобождению, от тех, кому еще необходимо переродиться, чтобы углубить свое обучение. В Сиддпа Бардо, заключительном этапе посмертного опыта, душа оказывается перед решающим выбором, определением своего следующего воплощения. Этот выбор обусловлен совокупной энергией всех поступков, мыслей и намерений, что в восточной философии именуется кармой. Весь предшествующий путь души как будто подводит к этой точке, где внутреннее содержание определяет дальнейшее направление. Вступая в этот бардо, душа уже прошла через растворение в Чикхае Бардо и столкнулась с собственными проекциями и иллюзиями в Бардо Чонит. Теперь она пребывает в состоянии повышенной психической интенсивности, где желание нового рождения усиливается под воздействием страхов и привязанностей, которые еще не были преодолены. Именно это желание, согласно учению тибетского буддизма, побуждает душу искать новое тело, новую форму существования. В Сиддпа Бардо сознание подвержено влиянию кармических склонностей, действующих как тонкие следы, оставленные деяниями прошлых жизней. Эти следы подобны магнитам, притягивающим душу к условиям и переживаниям, отражающим ее внутреннее состояние. Например, если душа обременена страхом, этот страх может направить ее к новому рождению, где она вновь столкнется с аналогичными эмоциями. Подобным образом, сильные желания и необузданные эмоции создают энергетический вихрь, формирующий тип жизни, который душа переживет в следующем цикле. В период Сиддпа Бардо душа сталкивается с чередой видений, связанных с процессом перерождения. Эти видения часто включают образы соития, намекающие на зарождение новой жизни. Душе предлагается выбрать новое тело, неосознанно руководствуясь эмоциональными склонностями и кармическими импульсами. В многочисленных описаниях Бардо Тхедол подчеркивается, что при созерцании этих образов душа должна сохранять состояние отстраненности и ясности. Только в этом случае она сможет избежать слепого движения к нежелательному новому рождению. Для тех, кто способен сохранять спокойствие и отстраненность, Сиддпа Бардо предоставляет последний шанс для трансцендентности. Сохраняется возможность избежать перерождения, избрав путь освобождения. Это и есть цель духовной практики. Вместо того, чтобы перерождаться под влиянием иллюзий и привязанностей, практикующие должны осознать, что эти видения всего лишь проявление их ума, мимолетные и пустые по своей природе. На протяжении всего опыта Сиддпа Бардо сознание испытывает сильное влечение к новому телу, процесс который, согласно Бардо Тхедол, можно сравнить с психическим штормом. Желание продолжать существование, вновь обрести бытие, становится практически непреодолимым. Выбор нового тела – это не рациональный акт, а скорее глубокий инстинктивный зов, где характеристики нового рождения формируются состоянием ума. Следующее тело становится зеркалом того, что душе необходимо пережить или разрешить. Этот процесс выбора также отражает буддийское убеждение в том, что каждое новое рождение – это возможность для духовного роста. Тело, которое выбирает душа, тесно связано с ее кармической и духовной эволюцией.
Однако многие не осознают этой возможности и в конечном итоге перерождаются в неблагоприятных обстоятельствах, увековечивая страдания. Тем не менее, те, кто способен видеть за пределами этой иллюзии, могут достичь состояния, в котором они, вместо перерождения, сливаются с ясным светом, изначальной сущностью ума. Согласно Бардот Хедл, подготовка к этому завершающему этапу начинается еще при жизни. Медитируя над природой собственных желаний и страхов, мы обретаем осознанность в отношении импульсов, формирующих нашу судьбу. Духовные практики, такие как медитация и размышления о смерти, укрепляют способность к отстраненности, помогая уму оставаться невовлеченным в драму, разворачивающуюся в Сиддха-бардо. Таким образом, Сиддха-бардо раскрывает простую, но глубокую истину. Жизнь и смерть взаимосвязаны, а цикл нового рождения – это непрерывное выражение нашего выбора и восприятия. Освобождаясь от привязанностей, мы освобождаемся от цикла перерождений и достигаем просветления, состояния, в котором нет нового рождения, поскольку исчезает иллюзия фиксированной идентичности. Бардот Хедл – это не просто религиозный трактат или сжатое изложение тайных доктрин. Это мощный инструмент для глубокого самоанализа, словно зеркало, отражающее суть нашего сознания, и подробная карта, указывающая путь нашей судьбе. Этот древний текст учит нас воспринимать смерть не как трагический финал, а как важную веху в истории человеческого бытия, как своеобразные врата, открывающие перспективу для новых начинаний. Как мудро заметил Рам Дас, в момент ухода из жизни первостепенное значение имеет лишь один вопрос: насколько глубокой и искренней была наша любовь? В этом контексте тибетская книга мертвых предстает как призыв к серьезному размышлению о прожитой жизни, о наших ценностях и стремлениях. Задаемся ли мы вопросом о готовности к последнему путешествию? Хватит ли у нас сил отказаться от тех представлений о себе, которые мы считаем незыблемыми? Возможно, именно через осмысление этих древних учений мы сможем не только подготовиться к неизбежному, но и научиться жить настоящей, полноценной жизнью, наполненной смыслом и любовью. Если это увлекательное путешествие в неизведанное нашло отклик в вашей душе, поделитесь этим видео с друзьями и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, какие аспекты загробной жизни вызывают у вас наибольший интерес. Путь самопознания долог и тернист, но вместе мы сможем исследовать самые сокровенные тайны мироздания. Благодарим за внимание и интерес к вечным вопросам бытия.